Vontar H728, вот я как раз читаю, H728 модель. И модель достаточно интересная, с активным охлаждением, с 8-ядерным процессором, 4 на 32, заявлен 1000 мегабитный LAN. И что у нас тут? Ну, кроме того, что это Allwinner, правда, новый. Однако, что он может... Да, в принципе, знаете, тут вопрос, что он может за его деньги. Да потому что это все стоит 37 баксов базовая модель. С Bluetooth пультом, с голосовым поиском, с Android TV прошивкой, еще и с AnTuTu 186 тысяч. Короче, на канале Технозон. Вот такой вот бокс с активным охлаждением. Поехали. Откладываю, мы его еще разберем, но сначала посмотрим, что нам заявляет производитель. А потом очень много будет интересной информации, поэтому советую вам подписаться, нажать на колокольчик. Ссылка в описании под видео, но мы с вами на сайте AliExpress. 3679 он стоит, версия есть для всех стран, и есть у нас даже 4 на 64. 4 на 64 стоит $40, извините, за $41 можно получить чего-то интересное. Наверное, посмотрим сейчас. Давайте разворачиваем и смотрим заявленное. 8-ядерный Cortex A55, Mali G57, на секундочку. А я еще здесь чуть-чуть вам скажу заранее, что здесь 64-битная система, даже не 32. И тут уже становится вопрос, что при таких AnTuTu баллах можно поиграть нормально в какие-то эмуляторы. Ладно, поехали дальше. DDR3 4 гигабайта, eMMC 32 на 64, AV1 поддерживает ли? Ладно. 8К видео, 4К 60 FPS, H265, гигабитный порт, Wi-Fi 6, короче, не столько всего понаписывали, что прям, ну, за голову взяться можно. Смотрите, Android 14, ой-ой-ой-ой-ой-ой, Prime Video. Я не знаю, если вы, ну, они пишут здесь 174 AnTuTu, а я вам честно скажу, что у меня он больше. Теперь цветная система. Вот насчет охлаждения, тут вам, знаете, что мне напоминает? Это ж не первый раз, когда кто-то выпускает активное охлаждение. Например, Nvidia Shield с активным, а был еще вот такой вот Micool M8S Pro. Max, M8S Max, это был классный процессор, он был тоже 8-ядерный, на Logic S912, и вот там вот было круто, потому что там был Dolby, True HD звук, но вот это вот активное охлаждение, оно сыграло злую шутку, особенно если там есть сетка. Вы же понимаете, что с этой сеткой происходит, вам приходится его чистить иногда. То, что он не греется, это вы сейчас увидите, это факт, но здесь Mali G57 видеоускоритель, и вроде как поиграть можно, 8К пишут, все вроде красиво. USB 3.0, LAN, сейчас, короче, пойдем с вами его разберем и посмотрим, что у него на бачках и что он вообще из себя представляет. Ну, а вообще могу вам проспойлерить, если Allwinner вас как-то процессор смущает, то, конечно же, мы рекомендуем некоторые ТВ-боксы, очень даже хорошие, особенно если вы живете в Украине, то можете квакнуть вон на QR-кодик, вот там вот, это будет вот проверенный от нас продавец в Украине, с промокодом Технозон получаете еще скидку. К тому же, если вы не знаете, где купить OTT-сервисы официальные украинские, то тоже промокодик сканируем, либо ссылки в описании под видео. А на Алишку мы туда еще и промокодик для вас даем. Так что смотрите. Ладно, давайте так. Что у нас там? Энкодеры, декодеры. А вот вам ситуация. Смотрите. Видеодекодер. VP9 до 4К 60 FPS. H265 до 4К 60 FPS, либо 8К 24 FPS. А я не вижу здесь AV1. Ух ты, как интересно. Где AV1? И H264 до 4К 30 FPS. Сюрприз. Ребят, сюрприз. Вот она где вылазит у нас правда. На энкодер не смотрите, то это декодер нам нужен. И тут уже интересно. А где AV1? Есть ли он вообще? А может ли он 4К 60 FPS в 264 кодеке? Ой, как хорошо. Пошло-поехало. В общем-то, пошли разбирать, потом переходим на тесты. Так, друзья, смотрим. Распаковки как такового не будет, будем смотреть, что на нем есть. Так, спереди часики, укрытые чем-то, пускай будут укрытые, красивые. Разъем под TF-карты, USB 3, USB 2.
Теперь разъем для блока питания. Блок питания у нас, пожалуйста, 9 вольт, 5 вольт, 5 вольт 2 ампера, боже, я 9 прочитал. HDMI, выход под SPDIF, вот такой вот Toslink, есть у нас LAN RJ45 на 1000 мегабит, и все, больше ничего нет. Но мы видим здесь у нас под активное охлаждение. Сейчас попробуем его вскрыть. Давайте таким вот образом. У нас здесь должна быть защелочка. Так, есть, смотрите. Вот таким образом. А как это сделано? А что, вот просто они его обдувают? Металлическая пластина наклеена на процессор, и они просто его обдувают. Ну, это классный вариант. Да? Вот это вот классный вариант. Это как радиатор с активным охлаждением. Это гениально. То, что он долго не будет работать, а будет забиваться, и как вот это потом все чистить и демонтировать, потому что сетка несъемная, вот это факт. Сама по себе плата, ну антенна, ну блин, ну что это такое, вот эта фигня на плате, вот почему у нас и покрытие такое фиговое на самом-то деле. Ну нет, это неправильно. Это неправильно. Имеем, что имеем. Память, ROM, есть у нас модуль Wi-Fi. Ай, слушайте, так а здесь не SPDIF. Здесь 3.5 под кнопку, здесь нет Toslink SPDIF. Вот это вот уже получается обман. Вот это обман. Здесь обыкновенный AV, вот такой вот вход, или выход вернее. Ладно, есть как есть. По пульту. Пульт Bluetooth на двух батарейках 3A. Пожалуйста, вот такие вот кнопки быстрого доступа, YouTube, Google Play, Prime Video, Disney, есть кнопка мышки, эпсы и все. Самый обыкновенный, хотя тут инфракрасный заявлен, но никакого управления инфракрасным нет. Ладно, пошли дальше тестировать. Ну, то, что сделали классно, я скажу сразу. Вот именно есть вещи, которые они сделали реально классно. И это Android TV. Android TV запилили, блин, прикольный. Работает все четко, все плавно. Смотрите, ничего вообще не тормозит. Весь интерфейс отрабатывает просто идеально. Вот, пожалуйста, об устройстве. Это Vontar H728 на Android TV на 14 на секундочку. Ну, мы сейчас еще в Antutu, в этом в AIDA посмотрим. И идем посмотрим сразу. В AIDA 64, All-Winner, Vontar H728. Смотрите, реальных 8 ядер, без технологии Big Little, да, там, то есть здесь все 8 ядер продуктивных, и при этом 64 бит система. За отображение действительно отвечает Mali G57. Кстати, у нас интерфейс в Full HD, не 4К. Сеточка у нас сейчас Connect, а вот тут пошел первый факап. Connect 5,5 ГГц, Connect 286. Это канальная скорость, это значит, что фактическая будет как минимум в 2 раза меньше. Ладно, сейчас посмотрим. Да, 14 Android, уровень IP34. Температура, вот за температурой здесь вообще переживать не буду. Сейчас, и по кодекам. Мне интересно найти AV1 кодек, есть или нету. AVC, они же заявлялись, VP9 вижу. Android AV1, не смотрите, это не тот. Это не тот. Тут должен быть All-Winner. Вот видите, C2 All-Winner, C2 Android. Android это программный декодер. А аппаратного декодера AV1 я не вижу. Вот такая вот ситуация. Ладно, давайте дальше. В самих настройках, в расширенных, мы можем с вами включить статус системы и смотреть за температурой в режиме реального времени. Вот чего они классно сделали, так это охлаждение. Температура у меня не поднималась. В нормальном использовании больше там 69-70 градусов. Но, блин, какое бы оно охлаждение не было, процессор действительно горячий. И в тестах у меня, вот вы видите картиночки, до 80 градусов поднималось. Даже на активном охлаждении. Вот такая вот ситуация, ребят. Дальше у нас здесь есть возможность включить автостарт Up, есть переключатель вентилятора, короче, все у нас все нормально вроде бы. Google Cast, само собой здесь Google Cast, хотя он показывает, что есть Google Cast, я могу сразу сказать, что он не работает на нативном уровне, потому что это не сертифицированный Android TV. Это вот факт.
Я вот выбираю свое видео, так, останавливаем, пробуем кастить, и тут только мой Rocktech G2, вот никакого Allwinner 478 здесь нет, поэтому Google Cast здесь не работает. Теперь актуалочка, это экран и звук, использовать частоту кадра контентов, вроде бы автофреймрейт есть в настройках, но автофреймрейта нет. Реально автофреймрейта нативного здесь нет. То вы можете попробовать через TV Quick Action сделать там по кнопке чего-нибудь, либо механически переключать, но здесь нет. Смотрите, вот так вот. Теперь HLG здесь заявлен. Тут тоже один момент, к которому мы сейчас буквально вернемся уже через пару минут. Давайте, экран и звук. Расширенные настройки экрана. Ну, здесь у нас от 4К 60 Гц до там 480p. Я даже видел, что там опускалось нормально. Смотрите, есть HDR авто HDR, и можно задавать цветовое пространство. Вроде бы тут все красиво. Само собой, никакого Dolby Vision тут нет и быть не может. Soundscape, ключевой звук. Сколько тут красивого всего, блин, напоказывали. Но давайте теперь пойдем к тестам. Мультимедиа тесты, сказал бы я, но сначала, конечно же, Wi-Fi, потому что вот к нему у меня появились вопросы. Wi-Fi 5 ГГц, смотрите, у нас показывает, это прям возле роутера, это прям вот меньше метра от роутера, он показывает там 200 мегабит, ну вроде бы 200, да, там, все хорошо, но уже в 4 метрах от роутера он показывает результат около 100 мегабит, я вам об этом честно говорю, и на этом месте, допустим, тот же самый Rocktech GX1 показывает 400. То есть разница какая, то есть 200 мегабит там вроде бы нормально, пока ты возле роутера, чуть отдалился сотка, все. Даже не рассчитывайте, что у вас там будет мега какой-то там результат. Давайте еще вот раз вот такой вот слепой тест, идем и смотрим. Ну нет здесь такого вот, кстати, 60 градусов нормально держится, ну нет здесь классного Wi-Fi, все, Wi-Fi убили, все нормально, молодцы. Сейчас пробуем LAN J45 на 1000 мегабит, нет, сейчас, наверное, 2.4 попробуем, потом на LAN будем пробовать уже мультимедийку, чтобы не сказали, что я там где-то на плохой Wi-Fi сыграл. Нет, мы будем использовать максимальное возможное подключение. Это, кстати, наша политика при тестировании. Видите, уже упал 165. Гуляет Wi-Fi, это я говорю сразу, для ТВ-бокса, который они заявляют там, мега суперового, то тут уже надо смотреть. Так, давайте подключаем к 2,4 ГГц. Сейчас мы все увидим. Всю правду матку. Ой, это у нас Vimo Media Player. Всю правду матку. Нет смысла делать тротлинг теста вообще. Он не тротлит вообще ни при каком раскладе. Мы пока делали Antutu, смотрели за частотами, смотрели за температурами. Кстати, 2.4 очень неплохо. Очень неплохо, но опять же пока вы возле роутера. 100 мегабит, это в метре от роутера. Говорить мне вам, наверное, больше ничего тут и не надо, да. 100 мегабит неплохо. И вы должны действительно понимать, что при отдалении скорость падает в 2 раза. 4 метра я тестировал, от роутера падение в 2 раза. Так, дальше. Кстати, он шумит. Он шумит. При этом у него плавающие обороты. Давайте. Его ночью в тишине будет слышно. Его ночью в тишине будет слышно. Ладно, я включил LAN J45. Посмотрим, действительно ли здесь 1000 мегабит. Ну, проверяем подключение по LAN. Все, Ethernet есть. Ну, вообще, справедливости ради скажу, шустрый. Очень быстрый, прям невероятно быстрый. Все вообще бегает, все летает. Так, по Ethernet смотрим. Шустрый и не греется. В основной своей массе сейчас 65 градусов. Для такого ТВ-бокса это отлично. Да, здесь 1000 мегабитный LAN, подтверждаю. Вообще вопросов нет. Кстати, вот в таком варианте на 8-ядерке 64 бита, например, Matrix работает идеально. Вообще идеально. Вот это вот я вам говорю. 768 на 400. Да, это 1000 мегабитный LAN. Тут все еще будет зависеть от вашего провайдера, от того, там, как оно все это дело работает, как все заведено. Но справедливости ради скажу, что тут у меня вопросов нет. По Antutu.
Кстати, на пульте есть у нас режим мышки. Он не аэро, но достаточно быстро бегающий курсор. 169, я 189 говорил. 169 тысяч баллов. Ну да ладно, это не столь суть важно. Важно то, что это достаточно высокий показатель. Но все вот это вот счастье у нас заканчивается одним. Когда мы заходим в YouTube, идем с вами на наши видосики, включаем HLG. Вот этот вот волшебный лес 4К я снимал специально для тестов в HLG. И как только мы его включаем, мы видим, нифига себе, он проигрывает, да, черный экран. Вот вы видите вставку, он также играет при подключении к телевизору HDR, под подключение к телевизору HLG. Он не декодирует HLG вообще, у него нет поддержки, и он его будет загонять в черный экран. Например, мой Magic Forest в HLG вы посмотреть не можете. То же самое относится и к потокам в HLG на IPTV, вполне могут быть вопросы, я такого проверить не могу, если может кто-то владеет, напишите. По поводу HDR роликов, пожалуйста, дикая река. В большинстве своем при подключении к 4К телевизору у меня возникали вопросы с тем, что я не мог выбрать 4К HDR, потому что они просто не отображались. То есть вот, пожалуйста, моя дикая река, 4К HDR, статистика для сисадминов, и у меня одни дропы сыпят. Это в 2К, то есть я включаю 2К, вот что-то он воспроизводит, 557 дропов на 2581, а ну давайте, ну пока воспроизводит, все, уходит в дропы. При том, что Connect, как мы видим, 92. YouTube, извините меня, работает фигово. Самого по себе AV1 кодека нет. Вот этот вот ролик Япония 4К, вернее Япония 8К, он вообще изначально в AV1. Он тоже включается только в 2К и только в VP9. Нет у него поддержки AV1 кодека, это говорю сразу. При этом многие могут сказать, надо в SmartTube тестировать, ведь там основной цинус этого всего действия. Но в SmartTube еще все веселей. То есть мы включаем. Давай, мы верим в тебя. Ну, и тут у нас фризы. Давайте включаем диагностику. SmartTube всегда выбирает вот 4К 60 FPS на VP9. И он фризит. Пожалуйста, он фризит, при этом в процентах больше, чем рендерит. Тут dropped на rendered. Я вам, смотрите, вот эти вот два показателя покажу. Они очень-очень важны. Видите, вот это вот первые скинуты, вторые это то, что отрендерено. Он не может воспроизводить 4К VP9, как бы они не обещали. При этом это аппаратный C2 Allwinner VP9. Температура 68. Это не связано, допустим, с какими-то моментами там, проседания производительности от перегрева. Он не греется вообще, как таковой не греется. То есть с YouTube максимум 1080p 60 Гц HDR без HLG в 2К все равно фризует. Ребят, говорю всю правду как есть. И тут уже у нас возникает вопрос, а что ж-то с этим-то делать и что ж на нем-то смотреть? Получается что-то с жесткого диска. Хорошо, ну онлайн мы поняли. Есть коди, да, они здесь сделали какой-то KDMC вариацию под Allwinner, которая у нас какого-то хрена нафиг выкидывает все. То есть я захожу, он видит диски там какие-то и все. И вот так вот это происходит. Я его удаляю, ставлю из маркета, у меня ломает. Хотя, возможно, он не через раз у меня работает. Но с этим вот вопрос такой есть, к сожалению. Теперь дальше. Есть специальная вот эта вот программа File Manager со встроенным плеером, который вообще, я вам открою секрет, эти все плееры, они все фигня, потому что под Allwinner существует свой плеер. Он видит, кстати, хорошее дело, он видит и NTFS, и exFAT диски, тут вообще отлично, все, тут не буду ничего говорить, но насчет звука, давайте сразу. Заявленные там форматы звука, Dolby Digital True HD будет у нас воспроизводиться как вообще простой Dolby Digital 5.1 без, допустим, плюса. Dolby Digital Plus будет воспроизводиться как Dolby Digital Plus обыкновенный. Dolby Atmos, само собой, здесь нет и быть не может. И DTS у нас воспроизводится, DTS HD нет, воспроизводится как простое ядро DTS, но тут есть как есть. Но, в принципе, это работает, тут я ничего не скажу.
LG New York 4K запускаем, в принципе работает, могу сказать сразу, что работает через раз адаптивный HDR, я об этом тоже должен предупредить, иногда включает, иногда не включает, тут конкретно ошибки прошивки, в зависимости от плеера, где-то чего-то его рубит, непонятно чего, найти системность не могу, к сожалению. То, что он воспроизводит, да, воспроизводит он тяжелые высокобитрейтные фильмы, там не фильмы, а файлы тестовые. Тут вообще вопросов нет. Он будет с SSD диска, допустим, что-то качать. И USB 3, спасибо, что сделали, все отлично работает. За это вот прям вообще огромный плюс. Но то, что мы имеем, вы сами видите. Netflix здесь черный, он без абсолютно какой-либо сертификации, рассчитывать на то, что там что-то вы будете с Netflix смотреть в нормальном качестве, вообще не стоит. Относительно OTT сервисов, тут у меня тоже вопросы, чтобы вы понимали, это Megogo. Он висит, я не знаю почему. Включаем следующий сервис, он висит. Это Megogo. Извините меня, какого, я вынужден смазывать, но он отбивает, что эфир идет по цифрам. Вот давайте, пацаны, покажите вот так вот. Я вот сейчас у меня пацаны-монтажники. Покажите там, где циферки идут. А Megogo висит, твою мать, какого нафиг фига? Я вот чтоб не сказать больше. То есть любой канал. Я понимаю, что какие-то IPTV потоки через, пожалуйста, цифры идут, все висит. Сейчас попробуем фильмы онлайновые. Давайте, бесплатный фильм на OTT сервисе. Ох, ТВ-боксик. Это установленный из маркета клиент, он висит. Он даже рекламу не воспроизводит. У него есть конкретно жесткие проблемы с декодированием. Вот вам, пожалуйста, стриминговый сервис, и он так работает. У меня уже нет желания проверять его дальше. Я, конечно, могу вам запустить какую-то игру. Лисичка, дай мне, пожалуйста. Вот есть геймпад, спасибо. У меня есть свой тут. Я думал, у Лисички геймпад украсть. Кстати, знаете, каким геймпадом играет Лисичка? Я не скажу, но ссылку в описании под видео кину. У нее есть там любимый геймпад, там просто пушка вообще. Мы делали обзор, кстати, когда-то. Закинешь, пожалуйста, свой геймпад под видео? Закинет. Все, сейчас. А что, геймпад нет? Я включил USB геймпад. Подождите, я включил USB геймпад. Он его не видит, подождите. Это у меня GameSir G4 Advance. Подсоединился, ладно. Все, стоп. Наговариваю, увидел. Сейчас попробуем какую-то игрулину запустить. Raptide GP2. Тяжелая игрулина для ТВ-боксов. Будем смотреть. Но у меня желания дальше его тестировать нет. ТВ-бокс получился сырым, процессор мощный, реализация охлаждения обалденная. То есть вот молодцы, да, но с учетом того, что здесь будет постоянное скопление пыли. Да и шумка тоже в ночи будет, вам скажу, достаточно сильно мешать. Слушайте, иди ты, не хочу я обучаться. Слушайте, работает, Mali G57 тащит, 68 градусов, тут как бы вопросов вообще нет. Иди уже, задолбала. 68 градусов в играх, особенно там в таких, как, допустим, Raptide GP2, это хороший показатель. Обычно в Raptide GP, хотя вот я вижу, что качество в Raptide GP, а почему оно снижено? Подождите. Стоп. Как его остановить? Не хочет дальше. Как остановить? Мне надо качество, подредактировать. Ага, все, есть. Давайте, сеттингсы, графика. Ага, resolution, давайте, high resolution, потому что здесь должно быть, давайте, advanced, high res. Вот сейчас посмотрим еще раз. Вот насколько, 71 градус, кстати. 71 растем, но это тоже не критичная температура, это вообще не критично, это вообще классная температура для ТВ-боксов на самом-то деле, до 75-80 можно не напрягаться. Тут, вот эта графичка, кстати, на Allwinner она становится автоматически побольше. Вот здесь вот с эффектами, сейчас посмотрим как раз, потому что там я просто играю, смотрю, графика говно полная. Здесь мы сейчас посмотрим с водяными брызгами и со всем остальным.
Давай, 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 давай. 71 градус. Вот, видите, вот эти вот водяные подтеки, там вот это, ну, эти приземления, брызги. Ой, класс. Для ТВ-бокса это вообще прям испытание. Обычно это на планшетах ставят такое. Все нормально. Но в любом случае я готов сейчас его прям резюмировать. Бокс мне не понравился. Я его не могу рекомендовать, потому что на самом деле у ТВ-бокса есть большие проблемы с декодированием видео, с декодированием OTT-сервисов, с HDR. HLG вообще непонятно как заводится. Обещанных 4К 60 FPS VP9 я не увидел, да и 2К с трудом идет. Да, сделали 1000 мегабитный LAN, да, хорошо, но не бывает чудес. Нельзя взять дешевый процессор, повесить дорогой обвес и рассчитывать, что он будет ехать. Это как в дорогой Mercedes, да, с классным обвесом. Обвес здесь действительно нормальный, там с 1000 мегабитным LAN, Wi-Fi такой себе, конечно. Но USB 3, активное охлаждение, да, влепить, там и пульт еще и нормально, Bluetooth, и прошивку нормальную сделать. Но при этом поставить туда, например, двигатель от Matiz 0.8, рассчитывать, что этот Mercedes будет нифига себе там на треке показывать себя, такого не бывает и не будет, и никогда, я вам скажу, такого не было. Все рекомендуемые нами ТВ-боксы есть в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.